Magnity – простая и удобная в использовании платформа, которая делает заработок на децентрализованных финансах максимально эффективным. Она представляет собой сетевой протокол управления активами, благодаря которому отдельные лица, DAO или инвестиционные группы могут увеличивать доход. Magnity работает по принципу агрегатора протоколов и позволяет создать собственную инвестиционную стратегию, чтобы затем следовать ей, используя функциональные инструменты. Разработчики проекта были озабочены растущим количеством блокчейнов, парачейнов и связанных с ними технологий. Их волновало то, что для начинающего инвестора выбор между несколькими видами активов, биржами и кошельками всегда будет сложным, и невозможно найти оптимальное решение без помощи кого-то более опытного. Много времени и средств попросту уходит на то, чтобы методом проб и ошибок создавать собственную стратегию заработка, отсеивая проекты, которые по каким-то причинам не подходят. Magnity представляет протоколы, которые прошли тщательную проверку и являются абсолютно безопасными. На платформе можно создавать собственные сценарии для работы с децентрализованными финансами и всегда выполнять операции вручную. Вне зависимости от выбранного способа взаимодействия с протоколами, средства пользователя будут под надежной защитой. Их можно будет использовать только на платформах, которые интегрированы в Magnity. Разработчики утверждают, что пользователи получат доступ к десяткам протоколов разной направленности. Это будут различные синтетические активы и деривативы, площадки для фарминга, децентрализованные кредитные организации, работающие по принципу peer-to-peer, пулы DEX, AMM, протоколы программируемого управления рисками и полезные боты. Каждый пользователь сможет выбрать несколько сервисов и настроить свое повседневное взаимодействие с ними, автоматизировав некоторые или все процессы. Интересно, что разработчики также называют свой проект первым в мире социальным кошельком. Чтобы понять, что означает этот термин, стоит поближе познакомиться с Magnity. Вне зависимости от того, является инвестором частное лицо или группа опытных специалистов, они могут столкнуться с двумя ключевыми проблемами. Чтобы заработать много, нужно быть экспертом в разных областях. При этом один среднестатистический человек может много знать о NFT, но не разбираться в майнинге и специальном оборудовании для него. Это абсолютно нормально, но он получил бы гораздо больше возможностей для заработка, если бы овладел в совершенстве знаниями обо всем, что связано с блокчейном. Для этого не нужно годами изучать все источники в сети, достаточно делегировать часть работы удобному сервису, взяв на себя то, что действительно интересно и хорошо получается. Остальное за пользователя сделает Magnity. Если говорить о группах энтузиастов, их заработки значительно снижены из-за того, что привлекать активы извне можно только создав юридическую структуру. Это долго и сложно, далеко не все инвесторы хотят разбираться в сложных законодательных актах. Проблему может решить создание специального настраиваемого хранилища. Оно может быть как частным, так и публичным, что очень удобно для подобных случаев. Каждое хранилище уникально, благодаря настройкам, которые задал его владелец. Это делает Magnity еще более гибким инструментом для управления активами. Параметры фондов настраиваются, а вот что разработчики предлагают пользователям. Ввести название фонда и добавить его описание для желающих присоединиться. Создать свои правила вывода и блокировки активов. Установить лимит или максимальное количество депозитов. Настроить хранилище как публичное или приватное, в зависимости от потребностей. Определить персональную политику комиссии. Помимо того описания, заданного для хранилища его владельцам, оно будет обладать и характеристиками, которые помогут пользователям принять решение, хотят ли они с ним взаимодействовать. Глобальная информация о менеджере, специализация, контакты и другие данные. Показатели производительности хранилища, такие как ROI, волатильность или ATH-ATL. Информация о его деятельности и политике комиссии. Рейтинг и комментарии. Чтобы найти подходящий фонд, пользователи смогут воспользоваться системой фильтров. Например, можно выбрать хранилище по размеру или производительности. Если у кого-то достаточно средств для создания своего фонда, он может объединить десятки заинтересованных в заработке людей, а тот, у кого есть энтузиазм, но мало токенов на счету, легко станет частью команды единомышленников. Это по-настоящему выгодное взаимодействие двух типов людей, которые зарабатывают на блокчейне разными способами.
Важно отметить, что делегирование средств на Magnity не связано с хранением. Когда пользователь вносит свои средства в фонд, он получает его долю в зависимости от размера вклада в качестве NFT. Полученные средства менеджер распределяет между подключенными к хранилищу протоколами. Он не может присвоить их или потратить на сторонних площадках. Magnity может предложить пользователям три главных преимущества. Лучшая технология для масштабирования эфира, позволяющая добиться безопасности, высокой скорости транзакций и низких комиссий. Награды для пользователей, которые займут высокие позиции в турнирной таблице. Уже сейчас разработчики награждают активных подписчиков, которые делятся информацией о проекте. Улучшенное взаимодействие с пользователем благодаря инструментам, которые интегрируются напрямую в кошелек менеджера. Внутренняя валюта будет использоваться для осуществления транзакций, поощрения активных пользователей и не только. Ее распределят следующим образом: 20% для DAO, 80% для держателей токенов, использующих их для стейкинга. Они также будут использоваться и для управления в DAO и вознаграждения лучших фондов. У проекта уже появилась тестовая сеть, с которой могут взаимодействовать заинтересованные пользователи. Ее задача на начальных этапах разработки – это привлечь внимание людей, которые смогут помочь разработчикам выявить недоработки. Чтобы принять участие в тестировании, нужно скачать один из поддерживающих протокол кошельков и следовать инструкциям, которые можно найти в Twitter проекта. Пока в сети не так много информации о проекте, как хотелось бы. Но разработчики обещают, что в скором времени презентуют дорожную карту и технические документы. У платформы появится свой сайт, где пользователи смогут поближе с ней познакомиться. А пока за созданием сетевого протокола можно следить в Twitter.